Ну что, братишка, давай что ли я тебе сказку на ночь расскажу. Какую сказку? Мне уже 12 лет. Ну да ладно тебе, давай сейчас про Буратино или там волшебника изумрудного города. Не, давай лучше сказку для взрослых. Чего? Сказку для взрослых? Это что такое? Ну, например, как СССР оккупировал Восточную Европу. Ну ладно, ты сам напросился. Информация о том, что с 1944 года Советский Союз оккупировал территорию Восточной Европы и установил там железной рукой подконтрольные себе коммунистические режимы, является общим местом в учебниках по истории, политических дискуссиях, исторических передачах. Ну а фиг ли, это ж Сталин, у него по-другому быть-то не могло. А знаете, кто еще оккупировал Восточную Европу? Гитлер. В политическом пространстве на международном уровне подобные мысли также часто транслируются. Например, в 2020 году к 75-летию Победы вышло занятное заявление от госсекретаря США и министров иностранных дел Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, ну и, само собой, прибалтийских республик. Поздравление вышло в духе олдскульного мема. Ой, поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца. Хотя май 1945 года положил конец Второй мировой войне в Европе, он не принес свободы всей Европе. Центральная и восточная часть континента оставалась под властью коммунистических режимов почти 50 лет. Прибалтийские государства были незаконно оккупированы и аннексированы, и Советский Союз наложил железную хватку на другие захваченные страны с помощью подавляющей военной силы, репрессий и идеологического контроля. Угу. То есть вот так, да? Интересно. Хотя чему тут удивляться, если в прошлом году Европарламент принял резолюцию, возлагающую вину за Вторую мировую войну на СССР. Прибалтику мы пока оставим в стороне, там ситуация немножко иная. Пока же я предлагаю разобраться с территориями, на которых установились социалистические режимы в 1944-1949 годах, якобы в результате похода Красной Армии на Запад. Посмотрим, что же это за оккупация такая была, как вообще коммунисты там завладели властью. Для начала возьмем Чехословакию, Югославию, Албанию и Болгарию. Если у подписчиков будет желание продолжения этого материала, о чем, кстати, пишите в комментариях, добьем Польши, Румынии, Венгрии и даже Восточной Германии, хоть это по факту уже Центральная Европа. Как туда забрел, так сказать, призрак коммунизма? Призрак бродит по Европе. Побродил, хватит. А я так думаю, что этот призрак скоро начнет обретать в Европе плоть и кровь. Эта война закончится в Берлине. А для этого Красная Армия должна пройти будет почти пол Европы. А там не только ваши сторонники, и неизвестно еще, какая идеология победит. В основу этого видео легли статьи Николая Соснова с сайта Вестника Бури, но я считаю, что эта информация достойна быть озвученной на более широкую аудиторию. Как происходило установление коммунистических режимов в Восточной Европе? Какова роль СССР в этих процессах? Как это все соотносится с идеей мировой революции? Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. В 2015 году чешский президент Милош Земан выдал внезапное заявление. Советские воины в 1945 году пришли в Чехословакию именно как освободители, и уже осенью того же года они покинули нашу страну. Кто заявляет обратное, тот элементарно не знает истории. Ну а в 1946 году в Чехословакии состоялись свободные выборы, которые, к сожалению, выиграла Компартия.
Да как так-то? Президент Земан вот взял, да и сломал всю интригу. Действительно, чехословацкий транзит самый неудобный для прокрустово ложа новой антисоветской мифологии. Советские войска из страны ушли быстро, у власти оказался прежний президент Бенеш, да-да, тот самый, который правил еще до немецкого захвата страны и ее разделения. Выборы 1946 года в учредительное национальное собрание по настоянию буржуазных партий, а отнюдь не Компартии Чехословакии, планировались на антидемократических основах и совсем не в пользу коммунистов. Избирательное право было предоставлено только гражданам чешской, словацкой и другой славянской национальности. Чехословацкие граждане немецкой и венгерской национальности, отказавшиеся от принятия гражданства Германии и Венгрии в 1938-45 годах, что было, кстати, мужественным актом сопротивления фашизму и связывалось с немалыми рисками, были лишены права участвовать в выборах. Евреи и цыгане вынуждены были записываться славянами для участия в выборах. В числе лишенных избирательных прав оказалось несколько узников концлагерей и политэмигрантов. К выборам были допущены все политические партии страны, кроме фашистских, при этом каждая партия должна была баллотироваться либо от Чехии, либо от Словакии, но не в целом по стране. Это било по Компартии Чехословакии, которая единственная в стране к 1946 году действовала в обеих ее частях, и ввиду такой избирательной системы вынуждена была выдвигаться сугубо в Чехии, теряя огромное число потенциальных избирателей от Словакии. Голосование было обязательным для всех избирателей, но при этом они могли воздержаться, опустив в урну незаполненный бюллетень. Бенеш и его сторонники опасались, что часть их электората просто не придет на выборы, тогда как более дисциплинированные избиратели коммунистов явятся, ну и проголосуют. Кстати, к 1946 году коммунистам удалось таки добиться ряда изменений в избирательной системе, просто демократических мер. Распространение избирательного права на солдат, снижение возрастного ценза для избирателей до 18 лет. Оба изменения вовлекли в голосование массово поддерживающую КПЧ молодежь. Отмена ценза оседлости, лишение коллаборационистов избирательных прав. К выборам 1946 года миллионная Компартия стала самой крупной политической силой Чехословакии. В ней состоял каждый седьмой избиратель страны. Сторонники коммунистов преобладали в профсоюзах численностью в 2,5 миллиона человек. Помимо большого количества коммунистов и сторонников социализма среди военнослужащих и полицейских, КПЧ поддерживалась и военизированной рабочей милицией численностью в 45 тысяч бойцов, 43 тысячи в Чехии и около 2 тысяч в Словакии. Руководство КПЧ осознавало поддержку масс и рассматривало вооруженный конфликт только как крайнюю меру на возможный путч. Но буржуазия тоже обладала серьезной силой. В ее руках еще оставалось 49% всех предприятий, около 8,5 тысяч заводов и фабрик. Вся внутренняя и внешняя торговля, сильные позиции она имела и в деревне. В руках капитала были важные посты в государственном аппарате, пост президента, ряд министерств и так далее. Хотя буржуазные партии пользовались поддержкой многих офицеров армии и спецслужб и имели свои боевые дружины, главным образом в Словакии, где националисты содержали несколько тысяч боевиков, в силовом компоненте они проигрывали коммунистам. Таким образом, все должны были решить выборы. Компартия в своей избирательной программе предлагала начать разработку новой конституции социал-демократического содержания и приступить к осуществлению двухлетнего плана экономического восстановления страны. На предвыборных митингах коммунисты призывали народ готовиться к тяжелой работе и самим добиваться лучшей жизни, не надеясь на иностранную помощь или некие хитроумные рецепты капиталистов. Вопреки современному мифу, тема помощи со стороны СССР не выдвигалась коммунистами на первый план, тогда как основное содержание кампании буржуазных партий составляла пропаганда плана Маршалла. Агитация КПЧ взывала к национальной гордости чехословацкого народа. Проигрышный с точки зрения стандартной политтехнологии лозунг «Больше труда республики, вот наша агитация» стал главным предвыборным лозунгом КПЧ и неожиданно для сторонников Бенеша завоевал симпатии электората, особенно молодежи. И выборы принесли вполне закономерный результат. Коммунистическая партия Чехословакии баллотировалась только на территории Чехии, где получила 40% голосов и 93 места в парламенте из 300. Компартия Словакии, выступившая на выборах как
как отдельная политическая сила собрала в Словакии почти 500 000 голосов или 30% избирателей Словакии и прибавила КПЧ еще 21 место. Таким образом, коммунисты заняли в национальном собрании 114 мест. Еще 15% чешских избирателей поддержали социал-демократов, сходившихся в тот период с коммунистами по основным вопросам и также настроенных на социалистическое развитие Чехословакии. Вместе коммунисты и социал-демократы составили левое большинство нацсобрания — 151 мандат из 300. И это позволило сформировать правительство во главе с премьером-коммунистом. Это большинство было неустойчивым, так как некоторые депутаты-социал-демократы колебались при принятии важных решений на сторону буржуазии. Поэтому для устойчивости в коалиционное правительство привлекли также и буржуазные партии. Кстати, заметьте, что в Чехословакии и, как мы дальше увидим, в ряде других стран, коммунисты выступали в центре этих левых коалиций, разного рода народных фронтов. Подобная тактика сохранилась еще с 1930-х годов, но тогда она глобального эффекта не возымела, а вот в 40-е годы — да. Нужно понимать, что хайп вокруг левых идей после окончания Второй мировой войны был столь велик, что даже в буржуазных, даже в националистических партиях стали появляться свои левые крылья, что проявилось в 1948 году. Дело в том, что за 2 года с 1946 по 1948 накопились серьезные противоречия между коммунистами и социал-демократами с одной стороны и буржуазными партиями с другой. В начале 1948 года представители национально-социалистической партии, довольно забавно совмещавшие в своей идеологии левый национализм и буржуазность, потребовали от министра внутренних дел Вацлава Носика отчетов о работе на фоне увольнения из МВД нескольких офицеров-некоммунистов. Казалось бы, такой небольшой казус повлек довольно странную, на первый взгляд, реакцию буржуазных партий. Их представители просто покинули правительство в расчете на то, что будут объявлены перевыборы, ну и все в таком духе. Но по факту большая часть правительства осталась на своих местах. 14 из 26 человек. И формальных поводов для распуска и перевыборов не оказалось. Более того, коммунисты, понимая, что тучи сгущаются, сами перешли в контрнаступление. По всей стране начинаются митинги на сотни тысяч человек. Проводится предупредительная общенациональная забастовка. На улицы выходят отряды компартии, которые берут под контроль важнейшие пункты в столице. В однодневной забастовке 24 февраля в поддержку КПЧ приняли участие 2,5 миллиона человек по всей стране, весь наличный состав профсоюзов. Для сравнения, разогнанный в тот же день рабочими пражский митинг буржуазных партий против КПЧ собрал всего 3000 человек, в основном студентов. Взятие группами рабочей милиции под контроль узлов связи, радиостанций, аэродромов, типографий, промышленных предприятий в большинстве случаев выглядел так. Некоторые рабочие брали винтовки и охраняли территорию собственного предприятия под руководством имевших военный опыт и прошедших подготовку в СССР командиров, в то время как прочие продолжали работать или бастовали по указанию профсоюза. То есть речь шла скорее об охране своих предприятий от провокаций, а не о тотальном захвате. Словацкие дружины националистов могли бы оказать некоторое сопротивление, но жители деревень, где они базировались, сами разоружили боевиков, не дожидаясь появления рабочей милиции. И что вы думаете дальше произошло? Штурм Зимнего, арест буржуазных министров, все в таком духе? Да нет, при власти остался даже президент Бенеш, сохранилась многопартийность, было сформировано лишь новое правительство. На сессии ООН в 1948 году многие западные страны осуждали чешских коммунистов, но по факту предъявить им было нечего, и уж тем более смешными выглядели упреки в сторону СССР. Советский Союз, несмотря на просьбы премьера-коммуниста Климента Готвальда, отказался даже проводить военные маневры поближе к границам Чехословакии. Советских войск на территории страны не было. Общая поддержка левого блока из коммунистов и социал-демократов на выборах в мае 1948 года достигла 80% от числа избирателей, то есть 6,5 миллионов человек. Эта цифра отнюдь не является плодом фальсификации или запрета другим партиям принимать участие в выборах.
Нет, выборы проходили ровно по тем же правилам, что и в 1946 году. Бескровная февральская революция 1948 года, в которой не было ни одного убитого, ни одного раненого и вообще ни одного выстрела, кроме пальбы в воздух на радостях, стала закономерным итогом социалистического выбора, свободно сделанного чехословацким народом. При том, что высшие государственные посты с этого времени стали занимать члены КПЧ, на протяжении всех лет социалистического развития, вплоть до отстранения коммунистов от власти в 90-е годы, традиции многопартийной системы в Чехословакии не прерывались. Партии-инициаторы февральского кризиса не были принужденно распущены. В некоторых из них произошел раскол, другие продолжили существовать под прежним именем, но с новым составом руководства. Да, 250 тысяч чиновников лишились работы в результате чистки госаппарата, но все они сразу же были трудоустроены по специальности на различных предприятиях. Политическая эмиграция из Чехословакии после кризиса 1948 года оценивается цифрой всего в 3000 человек. Несомненно, значительная часть из тех 6,5 миллионов человек, которые голосовали в 1948 году за установление социализма, просто устала от политических интриг, а к этому прибавлялась еще и усталость от недавней германской оккупации, и готова была поддержать какое угодно правительство, лишь бы снять социальное напряжение. Многие политики и интеллектуалы, поддерживавшие КПЧ, прямо заявили, что просто хотят избежать гражданской войны. Однако сути дела это не меняет. Народ Чехословакии в тот исторический момент выбрал социализм. Хэппи-энд! Начиная разговор об установлении социалистического режима в Югославии, нужно отметить, что это единственная страна Европы из оккупированных нацистами, которая освободилась в значительной степени своими силами. Красная армия понадобилась в 1944 году уже для этакого финального удара. После нападения гитлеровцев на Югославию в 1941 году партизанское коммунистическое движение во главе с Тито развернуло широкомасштабную войну против оккупантов и коллаборационистов. Это, а также предательская позиция монархистов после победы над фашизмом сделала Компартию Югославии, КПЮ, безусловным политическим лидером страны, а 800-тысячную Народно-освободительную армию гарантией от буржуазного переворота. Армия СССР покинула Югославию в 1944 году. В 1945 году в Югославии состоялись парламентские выборы. Право голоса получили все граждане в возрасте от 18 лет, а бойцы Народно-освободительной армии Югославии без возрастных ограничений. Не получили право голоса только совершившие преступления коллаборационисты, а это было 3% от избирателей Югославии. Победа в освободительной войне и создание федеративного государства подняли популярность КПЮ на невиданную высоту. Сильного общеюгославского либерального движения, которое могло бы составить конкуренцию КПЮ, не было. К выборам КПЮ выдвинуло простой и ясный лозунг: «Подтвердите нашу победу». 8 партий Народного фронта, то есть КПЮ, Хорватская крестьянская партия, Независимая демократическая партия, партия фермеров, Национальная крестьянская партия, социалисты, социал-демократы, Югославская республиканская демократическая партия выступили на выборах единым списком и получили поддержку 90% пришедших на выборы избирателей, значительная часть из которых, опять же, по аналогии с Чехословакией, просто хотела пресловутой стабильности. 10% подали голос против списка Народного фронта. Буржуазная и монархическая оппозиция понимала неизбежное поражение и поэтому бойкотировала выборы под предлогом закрытия одной из газет, призывавших США и Великобританию осуществить интервенцию в Югославии. По призыву оппозиции 12% избирателей не явились на участке. Таким образом, Народный фронт пришел к власти голосами примерно 80% всех избирателей от Югославии. Правда, надо сказать, что голосование в силу неграмотности 50% избирателей проводилось следующим образом. Избиратель получал резиновый шарик такого размера, что он полностью закрывался кулаком среднего размера руки человека, но при этом второй шарик нельзя было зажать в одной
руке. На шарике стояла печать избиркома. Голосовавший в кабинке зажимал шарик в одной из рук, выходил и помещал две руки в урны. Левую урну с эмблемой Народного фронта и правую урну с надписями «Оппозиция». И опускал шарик незаметно для стороннего наблюдателя в одну из урн. Выходило довольно забавно, но по факту процедура имела примерно тот же смысл, что и голосование бюллетенями. Никаких хотя бы относительно достоверных доказательств фальсификации выборов в Югославии так и не было предоставлено. Характерно, что современные историки из бывших югославских стран редко оспаривают честность этих выборов. Настолько очевидна была победа коммунистов. Тем не менее, их западные коллеги настаивают, что к власти КПЮ пришла путем фальсификаций. В первую очередь сторонники этой версии обращают внимание на способ голосования. О том, что было с Югославией далее, а также о ее печальной итоговой судьбе, есть статьи Максима Лепского на сайте Вестника Бури, а также на нашем канале отдельное видео, ссылка будет на экране и в описании. Но это уже совсем другая история. Пока же в 1945 году югославские коммунисты во главе с Тито абсолютно демократически взяли власть в свои руки. Сейчас будет самый короткий из разделов этого видео, но не потому, что я как-то там не расположен к албанцам, а попросту потому, что ситуация выходит до нельзя очевидной. Во время войны Коммунистическая партия Албании, КПА, была единственной последовательной антифашистской политической и военной силой. Ее политическое руководство признали даже последовательные албанские националисты. Конкурирующие с КПА буржуазные партии запятнали себя сотрудничеством с немецкими и итальянскими оккупантами и разделили политическую судьбу своих хозяев. Новых партий к выборам 1945 года албанские капиталисты не успели создать. Таким образом, в отличие от прочих стран Восточной Европы, в Албании однопартийная система установилась, так сказать, естественным путем. На выборах, созданному Компартией Демократическому фронту Албании, противостояли 18 независимых кандидатов буржуазной оппозиции. Всего было образовано 82 одномандатных округа. Голосовали все граждане от 18 лет, кроме коллаборационистов и эмигрантов. Способ голосования из-за неграмотности большинства избирателей был аналогичен югославскому. Избирателю приходилось определяться между двумя урнами: красной урной Демфронта и черной для независимых кандидатов, там, где они были. По итогам выборов все 82 парламентских места с общим результатом в 93% голосов получил Демократический фронт. Независимые оппозиционные кандидаты набрали на всех 6 с небольшим процентов голосов. Албанские и британские дипломатические наблюдатели пришли к выводу, что выборы прошли честно. Это же мнение разделили и западные журналисты, посетившие Албанию для наблюдения за выборами. Как говорится, всем бы такую оккупацию. В 1944 году правительство Болгарии объявило войну Германии сразу же после вступления Красной армии на свою территорию. В августе этого же года Отечественный фронт, Блок коммунистов, Болгарская рабочая партия социал-демократов, Болгарского земледельческого народного союза БЗНС, партии военных Звено и Радикально-демократической партии в результате госпереворота взял власть в свои руки. Государство возглавил Регентский совет из 3 человек, один из регентов коммунист, при малолетнем царе Симеоне. Интересно, что занявший пост премьера и осуществлявший реальное управление страной политический авантюрист Кимон Георгиев, впоследствии дважды герой соцтруда, был участником 3 переворотов, первые 2 из которых были направлены в том числе и против коммунистов. В конце ноября-начале декабря 1944 года правые силы БЗНС и Звена попытались организовать очередной военный переворот. Однако Болгарская рабочая партия не стала вступать в военный конфликт, а вывела на улицы сотни тысяч сторонников, которые мирными митингами заблокировали действия участников путча. Стрелять в народ военные не решились и сложили оружие. Лидер БЗНС Димитров подал в отставку и эмигрировал в США. Слив засчитан. Первоначально выборы в болгарский парламент планировались на август 1945 года, но оппозиционеры требовали, чтобы союзная контрольная комиссия согласилась на проведение выборов под международным контролем.
ставится вопрос о переносе выборов, чтобы организовать такой контроль. Болгарское правительство и Советский Союз согласились с этими требованиями. Была проведена демократизация избирательной системы. Возрастной ценз избирателя был снижен с 21 до 19 лет. Впервые право голоса предоставили женщинам и солдатам. Новый избирательный закон чрезвычайно облегчил выдвижение независимых кандидатов. Чтобы баллотироваться в парламент страны, достаточно было собрать всего 10 подписей грамотных избирателей. Оппозиция получила возможность создать свою печать, ей было выделено равное с БРП время на радио. Чтобы лишить оппозиционеров возможности утверждать, что на выборах избирателям не гарантирована свобода, правительство Отечественного фронта разрешило иностранным корреспондентам и дипломатам наблюдать за ходом голосования. В Болгарию прибыл представитель президента США Этридж, которому предоставили право побывать в любых политических организациях, встретиться с любыми деятелями как в Софии, так и в провинции. На выборах 1945 года Отечественный фронт получил 3 миллиона голосов и 275 мест из 276. Причем 94 осталось за коммунистами из БРП. Кандидаты от оппозиции получили 400 тысяч голосов, но поскольку выборы проходили по округам, они смогли получить только одно место в парламенте. То есть только один их кандидат победил на выборах в своем округе. Под давлением фактов США и Великобритания признали, что выборы в стране были авторитетным волеизъявлением болгарского народа. Болгарская буржуазная оппозиция, правда, все равно не признала их результатов. Тем не менее, оппозиция, получившая из 276 только одно место в парламенте, все равно потребовала распуска правительства, создания временного правительства с половиной своих членов и своим премьер-министром, что выглядело как-то иронично. Но по факту внутри блока Отечественный фронт дела обстояли сложно, да и вообще в стране. Военный министр Велчев, член партии «Звено», под предлогом демобилизации занялся чисткой армии от офицеров-коммунистов и бывших партизан, которые, согласно первоначальной договоренности, заняли посты помощников командиров всех частей. К лету 1946 года «Звено» контролировало более 60% всех командных постов в армии. Капиталисты все еще владели примерно 3/4 всей промышленности, в основном легкой. В стране 2 лета подряд была засуха, ввели обязательные поставки продовольствия по твердым ценам, в результате чего крестьянство оказалось в крайне трудном положении. Одновременно проходила аграрная реформа. Она создала в деревне прочную базу для поддержки БРП в виде трудовых кооперативов для безземельных крестьян и 130 тысяч семей, получивших в номинальную аренду изъятую у кулаков и латифундистов землю. Но при этом реформа сильно обострила классовую борьбу в деревне. Все эти моменты делали военный переворот вполне реальной перспективой. Армией командовали реакционеры, болгарская олигархия могла выделить деньги на путч, а кулачество и крестьяне-середняки могли предоставить необходимую социальную базу для возрождения фашизма. Чтобы предотвратить второй путч, БРП перешла в наступление на своих политических противников. Первым ударом стал закон о расследовании обстоятельств приобретения имущества, согласно которому все, кто в годы диктатуры с 1923 года приобрел какое-либо ценное имущество с нарушением существовавших ранее законов, теряли не только приобретенное, но и все свое имущество в пользу короны. Болгария, кстати, все еще оставалась монархией, весьма занятной монархией с коммунистами во главе. Далее было национализировано страховое дело, установлен госконтроль табачной промышленности, принят закон о централизованном распределении сырья и заказов, ограничена норма прибыли, и все эти меры серьезно подорвали финансовое положение болгарской олигархии. В сентябре 1946 года на референдуме о форме государственного устройства за отмену монархии проголосовали 95,6% избирателей. 27 октября 1946 года на выборах в Великое народное конституционное собрание партии, входившие в ОФ, по требованию США и Великобритании баллотировались раздельно. Вместе с тем Отечественный фронт выступал как единое целое, имея
общую политическую платформу, важной составной частью которой был проект Конституции Народной Республики Болгарии. БРП получила 53,9% голосов и 278 мест из 465. Мирная оппозиция в лице блока БЗНС Петкова и правых социал-демократов завоевала 101 место в парламенте. Левая часть БЗНС получила поддержку 13% избирателей и еще 68 мест. Еще 9 мандатов достались левым социал-демократам, 8 левому крылу звена, 1 радикальным демократам. Наиболее правая прозападная демократическая партия в парламент не прошла. О том, что выборы действительно проходили честно, свидетельствует такой факт. Премьер Кимон Георгиев проиграл их в своем округе и прошел в парламент по списку звена. Проиграли в своих округах и некоторые видные деятели БРП. Так, путем свободных выборов к власти в Болгарии пришли коммунисты. Это невероятно! Как мы видим, установление просоветских режимов в этих странах произошло не на штыках советских солдат, не под каким-то там давлением СССР и лично Сталина. Нет, это было демократическое волеизъявление масс. Дальше пути этих стран пойдут на самом деле по разным колеям, и вмешательство Советского Союза в дела этих государств будет разным, равно как и степень демократизма местных властей. Но это будет уже совсем другая история. Конечно, установление социалистических режимов в Восточной Европе вполне соотносилось с теорией мировой революции. Напомню, что, согласно теории Маркса, построение коммунизма в отдельно взятой стране невозможно. И это, в общем-то, действительно так. Но в то же время среди большевиков было довольно четкое понимание, что нельзя раздвигать границы социалистического эксперимента путем банальных военных захватов. Население, вовлекающихся в социалистическое строительство территорий, в массе своей должно поддерживать это строительство. Поэтому даже наиболее левые элементы вроде Троцкого расценивали Красную Армию только как дополнительный и экстренный инструмент для помощи коммунистам, которые уже практически взяли власть в той или иной стране. Но отчего уж греха таить, в те же 30-е годы этот принцип соблюдался не всегда. Например, во время Советско-финской войны сталинское руководство планировало захват Финляндии и установление в ней власти уже заранее сформированного правительства во главе с Отто Кусининым. Но там это оправдывалось, по крайней мере, предстоящей большой войной с Германией. В целом же советскому руководству всегда важен был народный характер власти и поддержка слоями трудящихся. Тем более не могло идти речи о каких бы то ни было произвольных оккупациях сразу после завершения Второй мировой войны, когда были побеждены главные мировые агрессоры. Именно поэтому, конечно, Советский Союз отдавал себе отчет, что победа коммунистов в Восточной Европе играет на руку делу мирового социалистического строительства. Он поддерживал соратников за рубежом и оберегал их от давления со стороны Запада. Но в целом какого-то глобального вмешательства и уж тем более оккупации там не было. Это только первая часть материала. Во второй, если подписчики посчитают нужным, мы осветим ситуацию в оставшейся части Восточной Европы, в том числе и с приходом к власти коммунистов в Польше, где все, не столь однозначно. Но когда я вижу заявления от чешских или болгарских политиков, или политиков от стран бывшей Югославии о какой-то там оккупации, о насильственном насаждении коммунизма в Европе после Второй мировой войны, волей-неволей хочется сказать: Чё гоните? Вы чего гоните? Безнаказанно. Вот просто так. Вот такая вот сказка про то, как Советский Союз оккупировал Восточную Европу. А ты чё, кстати, не спишь? Да я теперь после таких сказок всю ночь спать не буду. А лайк поставишь? Лайк поставлю. И вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал Вестника Бури, пишите комментарии, распространяйте видео, а мелким засранцам все равно пора спать. Все, я выключаю свет. Ну нет! Спать я сказал.